Пищевое отравление – это заболевание, возникающее в результате употребления в пищу некачественных продуктов питания. Общими симптомами пищевого отравления у взрослых являются боли в животе, диарея, повышение температуры тела и общая интоксикация. Нередко данное состояние сопровождается обезвоживанием организма. Пищевые отравления бывают инфекционного, неинфекционного и неустановленного характера. Неинфекционные отравления возникают из-за токсинов грибов, растений, ягод, а также химически вредных веществ, ядов, тяжелых металлов. Инфекционные или токсикоинфекции могут иметь грибковый или бактериальный характер. Основными причинами пищевых отравлений, в результате чего микробы, токсины попадают в еду, является отсутствие гигиены рук, немытые или просроченные продукты и недостаточная термическая обработка. Главные причины токсических пищевых инфекций – это химические яды, а также ядовитые вещества животного и растительного происхождения, такие как химические вещества, грибы и растения. Самые опасные продукты с точки зрения развития пищевых отравлений. Сырые яйца и молочные продукты. Блюда с сырой рыбой и домашние консервы. Торты и пирожные с кремом. Мясные и скоропортящиеся продукты. Изделия из общепита. Продукты с поврежденной упаковкой. Симптомы пищевого отравления у взрослых. Клинические симптомы данного состояния, как правило, проявляются через 2-3 часа после приема пищи. В отдельных случаях симптомы отравления продуктами питания могут появиться спустя сутки. Все зависит от типа токсинов, возраста и общего состояния человека. Для пищевой инфекции характерна следующая симптоматика: нарастающая слабость, головокружение и отсутствие аппетита, приступообразные боли в области желудка, вздутие и диарея, тошнота, рвота, повышение температуры тела. Если же отравление вызвано нейротоксическими ядами, то клинические симптомы будут такими: повышенное слюноотделение, снижение остроты зрения, слабый мышечный тонус, головокружение, возможны галлюцинации и бред, высокая температура, нарастание симптомов обезвоживания, жажда, сухость слизистых, частое дыхание. Диагностика заболевания. Основой являются клинические проявления и плохое самочувствие сразу нескольких человек, употреблявших одни и те же продукты. Чтобы выявить возбудитель, проводят посевы крови, рвотных масс, пищевых продуктов, а также испражнений. Если есть подозрение на вирусную инфекцию, уместен экспресс-анализ на выявление вируса в крови. Лечение пищевой инфекции. Первая помощь при пищевом отравлении должна быть оказана немедленно. Особенно, когда речь идет о детях, людях преклонного возраста и беременных. При подозрении на отравление необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До ее приезда рекомендованы следующие мероприятия. Они особенно актуальны при признаках пищевого отравления у ребенка. Итак, промывание желудка слабым раствором соды до чистой воды, прием энтеросорбента, активированный уголь или смекта, питье воды, во избежание обезвоживания и покой. Важный момент. Ни в коем случае до приезда врача нельзя принимать обезболивающие, противорвотные и противодиарейные препараты. При своевременном и квалифицированном лечении пищевое отравление проходит за 3-7 дней. Лечение пищевых инфекций требует безотлагательной помощи квалифицированного специалиста. Рекомендации специалиста помогут восстановить раздраженную слизистую ЖКТ. Питание после пищевого отравления. Как было отмечено выше, под воздействием токсинов, вызвавших пищевую инфекцию, а также рвоты и диареи, воспаляется вся слизистая желудочно-кишечного тракта. Исходя из этого, диета после такого состояния должна быть направлена на ее восстановление. Пища в первые сутки, как правило, исключается, а вот правильное питье приветствуется. Больному рекомендуют принимать столовую минеральную воду без газа или регидрон. Начинать следует с нескольких столовых ложек, постепенно увеличивая дозу до 1 стакана каждый час. Во второй день можно добавить 200 мл бульона с сухариками и овощное жидкое пюре. Важно запомнить, что диета в этот период должна быть максимально строгой, питание дробным, есть часто небольшими порциями, а питье – обильным.